Дорогие друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на моем канале Food Court. И сегодня я буду готовить люля-кебаб. Июль месяц, жара. И в силу непреодолимых погодных обстоятельств во дворе плюс 37, плюс 38 градусов разжигать мангал и стоять возле этого мартеновского цеха, но что-то у меня не хватило духу. Я решил приготовить этот шикарный, великолепный люля в духовке. Так что, друзья, не обессудьте, но как вариант получилось вполне очень даже прилично. Люля-кебаб сочный, ароматный, запах и вкус Кавказа. Вы можете приготовить у себя на кухне. Давайте начнем готовить. Для этого рецепта я перекрутил. Фарш у меня свино-говяжий, 50 на 50, говядина первого сорта и свинина примерно с жирностью 25-30%, это была лопатка. Кроме этого, для фарша я возьму репчатый лук. Значит, вес лука 20% от веса мяса, я взял 400 грамм. Сладкий болгарский перчик я почистил, вот такой. Значит, его я взял 10%, это 200 грамм от веса мяса. Мясо у меня ровно 2 килограмма. Так, у меня здесь еще есть свежий чесночок. Вот так я взял несколько зубчиков, примерно у нас получилось 30 грамм. И кинза свежая, зелень 30 грамм. Значит, солить я фарш буду носить специи вот такой смесью. Значит, из чего она состоит? Я взял 16 грамм соли на 1 килограмм мяса. Получилось у меня 32 грамма, сахар 2 грамма я взял на килограмм. 4 грамма перец черный молотый я взял 1,5 грамма. Кориандр 1 грамм на килограмм. Сладкая паприка 3 грамма и хмели сенели 2 грамма на килограмм. Вот такой вот смесью я сейчас внесу это в фарш. Вот, и тщательно его вымешаю. Значит, лук, сладкий перчик и кинзу с чесноком я пропущу через мясорубку. А потом это все вмешаю в фарш. Июль, жара, 36-37 градусов на солнце. И у меня была мечта пожарить эти люля на шампурах на мангале. Но в такую жару что-то вот я не решился, поэтому для вас я в этом рецепте приготовлю эти люля-кебаб на листе, на пергаменте в духовке. Ну и начинаем. Вносить я соль и специи буду равномерно частями и тщательно перемешивать. Поскольку я не буду сегодня готовить эти люля на мангале, у меня нет необходимости использовать тестомес, либо отбивать этот фарш для того, чтобы они хорошо держались на шампурах. Но, тем не менее, вымешивать я буду тщательно. Сначала я буду вносить соль и специи, а потом я перекручу лук, перец, зелень и чеснок на мясорубке и внесу уже вымешанный солью и специями фарш. Мясо я перекручивал на решетке с отверстием диаметр 5 миллиметров. Я думаю, что это будет нормально. Сначала я перекручу лук, вот такую вот сеточку, для того, чтобы мне потом отжать лишний сок. При перекручивании на мясорубке, решетка у меня с диаметром отверстия 5 миллиметров, лук будет, конечно, выделять достаточно большое количество сока, который не нужен мне в фарше лишний. Люля-кебаб будут и так достаточно сочные, потому что там будет еще сладкий болгарский перец, зелень. Поэтому вот именно вот таким образом я хочу отделить лишний сок лука.
Вот таким образом я чуть-чуть выдавливаю лишний сок. Плакать, конечно, сейчас хочется, но ничего. Искусство требует жертв. Вот такое количество примерно лукового сока я выдавил. Ну а лук теперь пойдет в фарш. Теперь прямо сюда я буду перекручивать сладкий болгарский перчик, кинзу, зелень и чеснок. Вот и все. Таким образом я перекрутил кинзу, сладкий болгарский перчик и чесночок. Чтобы убрать остатки зелени из мясорубки, я добавил чуть-чуть фарша. Ну, теперь будем вымешивать. Друзья, кто любит более острый люля-кебаб, вы можете вот использовать такой перчик. Смотрите, какой прекрасный у меня букетик присутствует на кухне. Это я его не вырастил, это я его купил. Но вот один такой перчик на 2 килограмма мяса было бы вполне достаточно. Но идя навстречу пожеланиям трудящихся поедателей, я воздержался сегодня от добавления острого перца. Тех специй, которые у меня есть, вполне достаточно. Так, теперь вымешивание. Процесс творческий, длительный. Фарш надо тщательно вымесить до однородной консистенции вязкой. Конечно, если бы я его жарил сегодня на шампурах, то пришлось бы мне использовать тестомес. Но в этой ситуации я обойдусь руками. Фарш достаточно сочный. Воду я добавлять не буду. Лук, сладкий перец, зелень. Пахнет, конечно, это все удивительно. Я уже 7 минут старательно маслаю этот фарш, друзья. За это время вы бы точно успели поставить лайк этому видео. Ну и, конечно, подписаться на канал Food Court. По статистике, которую показывает мне YouTube, примерно 75% зрителей моего канала смотрят видео без подписки. Поэтому сейчас у вас есть возможность исполнить свой зрительский долг и поддержать мой канал лайком и подпиской. Вот смотрите, вот такие вот у нас нити появились. Я думаю, что это достаточно. Вымешивать. Так, что я сейчас сделаю? Я взвешу фарш на весах и разделю, заморочусь и разделю этот фарш ровно на 8 частей. Сформирую колбаски и буду их обжаривать сегодня в духовке. Итак, друзья, посмотрите. 2 килограмма 800 грамм. Вот что у меня получилось из 2 килограммов фарша. Ну что, теперь разделю это все на равных 8 частей и сформирую колбаски. Смачиваю руку в холодной воде и формирую вот такие вот порции. Калькулятор мне подсказал, что 2 килограмма 800 грамм можно разделить на 8 частей. Это будет 350 грамм ровно. Вот таким образом сейчас я точно буду вывешивать. Ну вот, как в аптеке на весах. Ровно 8 штучек у меня получилось. Теперь, друзья, вот такими легкими, непринужденными движениями рук мои заготовки из фарша превращаются
уже будущий люля-кебаб. Чуть-чуть я смажу руки растительным маслом. Так мне будет легче формировать вот эти колбаски. Конечно, с шампуром было бы все дело проще, но вот так я теперь буду аккуратненько формировать люля-кебаб и выкладывать их на обычный противень, который я застелил пергаментом для выпекания и чуть-чуть смазал растительным маслом. Процесс, конечно, этот увлекательный, но деваться сегодня некуда. У меня есть еще для вас пару прекрасных рецептов люля-кебаб из разного вида мяса. И я обещаю приготовить эти люля-кебаб именно на шампуре и на мангале. Как только немножко похолодает, я обязательно возьмусь за шампура и за мангал. Ну а для тех, у кого нет такой возможности, вот такой вариант приготовления люля-кебаб в духовке абсолютно подходящий вариант. Ну, посмотрите, какая получилась красота. У меня просто волшебные руки. Теперь в разогретую до 240 градусов духовку на самую максимальную температуру, которую я могу поставить в своей газовой духовке, я помещаю люля для того, чтобы провести обжарку. Обжарку я буду проводить несколько этапов. Сначала я включил нижний и верхний тен и практически за 15 минут довел их до готовности, почти до полной готовности. Потом я продолжил эти танцы с бубном и поднял люляки вверх и включил верхний огонь, верхний тен. Вот в таком виде они у меня чуть-чуть поджарились сверху. Ну, в общем, в целом я протанцевал возле духовки минут 25, наверное, 30. И теперь посмотрите, какая получилась прелесть. Запах стоит невероятный. Вот так прямо и хочется сказать. Друзья Джан, посмотрите, какой я приготовил люля-кебаб. Пришло время подавать. Я люблю простую и понятную подачу. 2 лепешки, обычные лепешки. Выкладываю 3 штучки. Для такого случая выбрал самые красивые. Они еще горячие, только-только из духовки. И поливаю прекрасным соусом нашарап. Нашарап – это сок граната, вываренный до консистенции такой густой сметаны. Кисло-сладкий, невероятно ароматный соус идеально подходит именно к этому блюду. Ну и чуть-чуть зелени. Я взял обычную кучерявую петрушечку. Этого будет достаточно. Обычный кулинарный минимализм. То, что делаю я, конечно же, это не догма, а руководство к действию. Вы можете подать свой люля-кебаб с любой зеленью, с любым любимым вашим соусом. Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравился мой люля-кебаб в духовке, не забудьте поставить лайк этому видео. Подпишитесь на канал. Оставайтесь со мной на фудкорте, будет много вкусного и интересного.